Вы знаете, я пойду лучше курьером поработаю, как-то там лучше платят, а вы меня прям с утра до вечера на 5 минут опоздал, все, расстрел. Снова надо, я снова покупаю, снова не надо, я снова не покупаю. В штате нет такой возможности. В штате ты всегда несешь издержки. И дальше проблема: уйдет этот сотрудник, заболеет он. Это все уже не ваша ответственность как компания. Всем добрый день. Сегодня я общаюсь с Алексеем Беловым, президентом группы компаний «Контакт-центр. Открытая линия». Алексей, здравствуйте. Добрый день. Вот если сравнивать обычный стандартный найм в какой-либо компании, либо брать процесс аутстаффинга, вот какие здесь преимущества могут быть? Я думаю, что всегда не бывает что-то однобокого. То есть очень редко, когда мы выбираем между двумя бизнес-моделями и 100% преимуществ только на одной стороне. Безусловно, есть преимущества как у штатных сотрудников, так и у сотрудников на аутсорсе. Давайте попробуем их раскрыть и поговорить об этом. Ну, прежде всего, наверное, и чаще всего предубеждение той компании, которая всегда нанимала сотрудников в штат, и тут ей предлагают другой подход, взять сотрудников на аутсорсинг. Первое, с возражением, с которым сталкиваемся, мы, например, как компания, которая продает таких сотрудников, нам всегда говорят: ну, ребята, ну как же так? Вот у нас соседний кабинет, там сидят наши специалисты, мы в любой момент можем туда зайти и увидеть, как они работают, проверить, что все в порядке, поставить установку, задачу какую-то поставить. Ну и, в общем-то, вроде как они близко, и от этого должно быть лучше. И, в принципе, это история, которая постепенно в головах людей, принимающих решения, начинает меняться. Именно ковид послужил изменению этой парадигмы, потому что люди стали видеть, что многие сотрудники из дома работают не хуже. А если он из дома работает не хуже, то почему он, если он сидит, например, в другом месте, в другом городе, не находясь даже в штате, почему он должен работать хуже? Дело не в том, где он находится. Дело в том, как его контролировать, обучать и получать видеть итоговый результат его работы. Если он виден, если он делает все то же самое, находится в другом городе, какая разница? Наверное, следующим плюсом аутсорсинга персонала, аутстаффинга является то, что вы платите за конкретный результат. То есть, нанимая сотрудников в штат, вы тратите уже сразу, в момент поиска найма персонала, вы начинаете тратить деньги. Вы размещаете на площадках по найму персонала свои объявления. Вы используете труд ваших рекрутеров и другого персонала для того, чтобы сначала первичный фильтр обеспечить, те, кто подходит, не подходит. Потом уже провести собеседования, очные, неочные. То есть это огромный пласт работы вашего отдела персонала. Помимо этого включаются впоследствии бухгалтерия, IT-служба, общие какие-то общеорганизационные подразделения, которые должны организовать рабочее место, обучить внутри и так далее. То есть это затраты, которые компания несет еще до того момента, когда она в штате увидела, познакомилась со своим кандидатом. Но это не ограничивается только этими затратами, безусловно, потому что дальше надо рабочее место организовать, какое-то оборудование приобрести, и для того, чтобы связь обеспечить, неважно, где он, дома, не дома, то есть все это снова новые и новые затраты. А при этом этот сотрудник может отработать 1 месяц и сказать: ребята, слушайте, я не так представлял свою идеальную работу, и я ухожу. То есть, вы знаете, я пойду лучше курьером поработаю, как-то там лучше платят, а вы меня прям с утра до вечера на 5 минут опоздал, все, расстрел. Я не готов. И уходит. И получается, вся эта работа, все те затраты, которые вы провели, она сразу превращается в пыль, в ноль. Это в чистый убыток превращается. В случае с аутстаффингом персонала, с аутсорсингом персонала, вы не несете эти риски. Вы нанимаете компанию, которая дает вам этого сотрудника, будь он удаленный, или будь он у вас работающий в вашем магазине или на вашем предприятии, они вам их предоставляют, вы подписываете, что с 1 сентября вы, как компания-подрядчик, должны обеспечить мне наличие 5 человек по такому-то адресу, с такими-то требованиями, знаниями и так далее. И эта компания-подрядчик должна вам этих людей обеспечить. И дальше проблема: уйдет этот сотрудник, заболеет он, с техническими какими-то сложностями, с инфраструктурными вы столкнетесь, связь или что-то еще, это все уже не ваша ответственность как компания. Это ответственность вашего подрядчика, который обязан обеспечить вам эту услугу.
То же самое и с увольнением. Увольнение непростой и болезненный процесс для всех сторон, как для сотрудника, так и для компании. И если компания решила по каким-то причинам расстаться с сотрудником, то часто это приводит к дополнительным затратам. То есть необходимо либо договориться с сотрудником, что с завтрашнего дня он нам не нужен, либо заплатить ему какую-то неустойку за это, да, в размере 2-3 по-разному окладов, заработных плат. Это уже есть законодательно установленные нормы. Да. В любом случае это затраты. И таким образом получается, что вы и на найм, как компания штатных сотрудников, и на увольнение тратите деньги. В случае с подрядом, с аутстаффингом вы этих денег не тратите. Вы сказали, мне этот сотрудник надо с 1 сентября по 1 января. Все. Вы за эти месяцы получили свою услугу и на этом прекратили нести какие-то затраты. Из недостатков, наверное, тоже, чтобы было честно, да, не только ведь одни плюсы, наверное, есть у аутстаффинга. Я, наверное, из недостатков могу все-таки отчасти согласиться с теми, кто говорит, что, может быть, контакт прямой, постоянный, он может быть выше, потому что все-таки есть компания-подрядчик, она является связующим звеном. То есть непосредственно в ее зону ответственности входит контроль сотрудника, что он вовремя приходит, что он соблюдает регламенты, что он обладает теми или иными навыками и обучается. То есть иногда если бизнес-процесс настроен правильно, то есть если у нас обычно наша компания дает менеджера, у нас есть отдел клиентского сервиса называется, и этот менеджер находится в постоянном доступе с клиентом, и они отрабатывают все задачи, повышение квалификации, новые знания надо добавить сотрудникам или что-то еще. Если эта связка работает хорошо, то этого недостатка нет. Но если на стороне либо компании-подрядчика, который вам персонал предоставляет, либо внутри, часто бывает, когда внутри есть сотрудник какой-то, руководитель какой-то отдела, которому поручили это делать, а ему это не нравится, он это думал не так, ему не хочется аутстаффинг, ему хочется в штате иметь людей, которых он будет хвалить или ругать. Всякие люди есть, да, и они всячески иногда этот процесс могут, из-за этого процесс взаимодействия между компанией-подрядчиком и заказчиком может нарушаться. И тогда кажется, что, не кажется, а это реально может приводить к неким недочетам. В штате вроде бы он рядом, я могу ему говорить. Но опять же, это все зависит от того, как настроено это взаимодействие. Если оно автоматизировано, если оно отлажено регламентами и оно происходит в режиме онлайн, все должно быть четко. И я тогда практически не вижу вообще каких-то плюсов штатных сотрудников. Это только в моем случае как предпринимателя и для бизнесмена. Я максимум, где я могу аутсорсить те или иные услуги, я это делаю. Потому что я тем самым экономлю свои собственные средства. Мне это надо, я покупаю. Мне это не надо, я не покупаю. Снова надо, я снова покупаю. Снова не надо, я снова не покупаю. В штате нет такой возможности. В штате ты всегда несешь издержки. Болеет, увольняется, нанимается, постоянные издержки всегда. Наверное, так.